Полундра, ребята, добро пожаловать на канал Пираты Губной Гармошки. И сегодня у нас финал онлайн-фестиваля Пираты Губной Гармошки 2024. Мы наконец-таки узнаем имена победителей. Подробнее о фестивале вы можете узнать вот в этом плейлисте по подсказке выше. Я же вкратце напомню, что в нашем мероприятии приняло участие 38 человек, 52 конкурсные работы, не считая 3 вне конкурсных. Оценили работы участников 3 члена жюри, отсмотрев почти 3 часа видео с губной гармошкой. Да, изначально было заявлено 4 члена жюри, но один, к сожалению, не смог принять участие. Участник, занявший первое место, получит губную гармошку Suzuki Olive. По подсказке выше можете посмотреть обзор на эту губную гармошку. Участник, занявший второе место, получит губную гармошку Kansheng Ting Harp. Обзор этой гармошки, не только ее, также есть по подсказке выше. Участник, занявший третье место, получит редкую гармошку Kokuan от Семена Рогозина из канала Harper. И к Семену мы еще сегодня вернемся. Также после подведения итогов мы проведем голосование среди оставшихся участников в нашей группе ВК Пираты Губной Гармошки, так что подписывайтесь, ссылка в описании, где победитель, набравший наибольшее количество голосов, получит фирменную кружку от канала Harper. И вот здесь я должен выразить особую благодарность каналу Harper, в частности Семену Рогозину, за его вклад в наше мероприятие. Гармошка за третье место от него, фирменная кружка тоже. И, забегая вперед, скажу, что это еще не все. Без сюрпризов даже в финале у нас не обошлось. Также я хочу еще раз поблагодарить наших участников, членов жюри, тех людей, кто комментировал наши видео, посвященные фестивалю, не только лайкал, репостил, подписался на наше сообщество. В общем, так или иначе продвигал всю эту движуху. Спасибо вам большое. А теперь переходим непосредственно к делу. Как же мы будем проводить финал? Для начала расскажу, что от членов жюри я попросил проставить каждому участнику оценку от 1 до 10 баллов. И 10 баллов максимальная оценка, 1 балл минимальный. При этом члены жюри могли делить эти баллы как угодно и делать с ними все, что угодно. Полная свобода, не зря мы пираты губной гармошки. И вот что пишет на этот счет один из членов наших жюри, Михаил. Друзья, всем большое спасибо за участие в фестивале. Вы все молодцы. Участие в конкурсах, фестивалях очень полезно при любом уровне игры. Кто-то только начинает осваивать губную гармошку, кто-то играет уже многие годы. Послушал всех с удовольствием. Выбрать лучшую запись было непросто. Много хороших записей в разных стилях. При выборе лучших записей я смотрю прежде всего, как человек играет на гармошке, техника, частота переходов от ноты к ноте, общее впечатление от трека, чувство ритма при игре, стройно ли звучит гармошка по отношению к минусу, фразировка, используются ли при игре бенды, вибрато, трели и так далее. Далее Михаил перечисляет самых сильных участников, до них мы еще дойдем. Это условный рейтинг для выявления победителя. Всем остальным участникам даю одинаковое количество баллов, а именно 5, чтобы не было низших баллов, так как это фестиваль и праздник губной гармошки. Таким образом, если вы получили 5 баллов, то знайте, что, по мнению Михаила, не вошли в число сильнейших. Но это неплохо. Напомню, что Михаил у нас профессионал, преподаватель игры на губной гармошке. Поэтому уж кто-кто, а он оценить по достоинству может. Второй член жюри Дмитрий Водостоев записал аудиообращение. Давайте послушаем. В общем, я решил оценивать, сделать 2 оценочки, которые будут тоже по 5-балльной шкале от 1 до 5. Ну и в общем будет складываться целая картина выступления. В общем, первая будет игра по качеству исполнения, то есть в зависимости, как будет исполняться композиция, а вторая, скорее всего, за внешний вид видео. То есть по оформлению ролика, при поднесении его, в общем. То есть 2 оценочки буду ставить и будет выходить одно. На что буду обращать внимание конкретно? Как я уже говорил раньше, конечно, гармоничность игры самой, мелодичность.
Также смотреть буду, наверное, на то, что как участник как готовился, сколько занимался, во-первых. То есть, может быть, какой длины даже сам ролик. Сами понимаете, есть ролики, которые типа шорсика. То есть, ну, не знаю, это как бы, ну, несерьезно. Люди, он готовится по 3 видео, и за 3 с лишним там минуты каждое видео. То есть, представляете, какая сделана там титаническая работа. То есть, человек действительно старался. И другого возьми, который там, ну, не так много сыграл. То есть, ну, тоже как бы смотреть. Конечно, не принципиально. Может быть, личная подача какая-то игры, может быть, необычные какие-то фишечки. Ну, то есть, ну, и, как говорил до этого, оформление. То есть, ну, наверное, вот так вот, конечно, буду смотреть на все это. Ну, и что самому, можно сказать, там понравится. Там, ну, западет в душу. Ну, все вкусы разные, так что не обижайтесь. Кому-то может что-то нравится, кому-то не нравится. Также и мне, может быть, то, что кому-то не нравится, мне, допустим, лично, ну, именно нравится. Ну, как-то вот так вот и буду заниматься оценкой. Что касается Романа, третьего члена нашего жюри, то он разделил баллы таким образом. Он ставил определенное количество баллов за исполнение и добавлял по 1-2 балла за артистизм. То есть, если он посчитал, что артистизм присутствует, нравится, то получай +1 или 2 балла. Если же нет, то выходит только оценка за исполнение. Я и члены жюри будем комментировать видео так. Первую десятку оставили на конец в качестве интриги, а все остальные работы, которые не вошли в десятку, мы будем просто комментировать по очереди. Где-то я добавлю свои комментарии, они ни на что не влияют, если что, а где-то буду зачитывать или же включать комментарии членов жюри. Поехали. Работа номер 1. Игорь Язловецкий. Общая оценка 15 баллов. Я отмечу шляпу очки. Это крутой элемент шоу. Все-таки в фестивале участвуют именно видео, а не аудио, поэтому можно оценивать картинку тоже. Но в качестве минуса мне не хватило немножко эмоциональности. Достаточно эмоциональная тема. И вот здесь вот как-то покрутиться с гармошкой, как-то вот какие-то телодвижения поделать не было бы лишним. Но все равно, Игорь, респект. Вторая работа Павел Лаптев. Также 15 баллов. Общая оценка от жюри. Опять-таки шляпа, рубашка. Классно. Игра с цветом, освещением как бы. Но коротковато. Коротко и качество, ну, для 2024 года, мягко говоря, такое себе. Третья работа Дмитрий Аристархов. 18 баллов общая оценка. Комментарий от Романа. Не очень чисто, но сыграно неплохо. Комментарий от Михаила. Ну что сказать, вы на верном пути, занимайтесь и все у вас получится. Работа номер 4. Андрей Кузичкин. Общая оценка 20 баллов. В процессе выступления использована сцена. Комментарий от Романа. Ну, видимо, в хорошем смысле Роман имел в виду то, что использована сцена. Я бы отметил, что не просто использована сцена, а то, как Андрей показывает себя на сцене, говорит о его большом сценическом опыте. Потому что взаимодействовать, скажем так, с залом, шоуменить, это и не каждому дано, и требует определенной подготовки, определенного опыта выступлений. Так что Андрею респект. Пятая работа Вячеслав Чернов. Комментарии от Романа сыграно относительно чисто профессионально, но без особенностей мне показалось. Также послушаем комментарий от Дмитрия. Участник номер 5, Вячеслав Чернов. Да, спасибо, Слава, что нас порадовал небольшой композицией, то есть как бы влился в наш общий коллектив, в наше общее дело. То есть, да, что влился, он в основном его и тянет, а мы все, наоборот, так в него вливаемся. Слав, спасибо, что, да, за твою композицию. Ну, единственное, что как бы, ну, ты такие вещи делаешь, так классно все это снимаешь, преподносишь, играешь, а тут как-то, ну, слабоватенько, ну, на шорсик похоже. Ну, классно, по технике вообще прям. Мы все продолжаем у тебя учиться, да. Ну, желательно бы хотя бы ширмочка, если была бы сзади. Конечно, была бы большая оценочка. А так, Слав, придраться не к чему. Все просто, ну, отлично. Работа номер 6. Сергей Гурин. Общая оценка 18 баллов. Комментарий от Романа Хроматика. Хороший уровень, но не очень чисто сыграно. И здесь у нас также есть комментарий от Дмитрия Водостоева. Давайте его послушаем.
Шестой участник у нас получается Сергей Гурин. Ну, Сергей уже более-менее подготовил нам две записи. То есть как бы у него уже там проглядывалось и оформление кое-какое-то. И уже как бы это самое... Ну, то есть видно, что человек специально записывал одну и вторую композицию. Единственное, можно сказать, что, ну, может быть, немножечко не доотработано чуть-чуть. Как бы есть такие моментики, что как бы ну, неуверенность чуть-чуть слышно в некоторых местах. Где-то, может быть, каких-то, не знаю, вибрата не хватает, может быть, еще каких-то там форшлагов, чтобы более, ну, композициям придавали, ну, более такое мелодичное звучание. А так, конечно, молодец. Номер работы 8. Тюр Мёхёхед. Не знаю, правильно прочитал или нет. Общая оценка 18 баллов. Гитара, гармошка не очень чисто получилась, но уровень хороший, звучит неплохо. Ну, в смысле, гитара хорошо, а вот гармошка не очень чисто получилась. А в целом звучит неплохо. Это комментарий от Романа. Я отмечу, что Тюр прислал аж 4 видео. За это большой респект. Мне больше всего зашло видео, где гитарист поет. Во-первых, он поет достаточно клево, во-вторых, достаточно клево играет, но над гармошкой действительно не помешало бы еще поработать. Владимир Петров. Общая оценка 16 баллов. Комментарий от Романа: не очень чисто, но прикольно, что хроматика. И комментарий от Дмитрия Водостоева. Давайте послушаем. 9-й участник Владимир Петров. Ну, про этого человека, я думаю, знают многие. Достаточно активный. То есть постоянно он на драйве, постоянно у него идут какие-то новые и новые видео с разбором каких-то, ну, интересных мелодий, песен. Исправляется он прям на ура, прям Владимир молодец. Я прям постоянно тебя слушаю, постоянно тебя отмечаю, и как бы молодец. Ну, по данному выступлению чувствуется, что, ну, чуть-чуть, может быть, где-то спешечка была, что как бы какие-то нотки проскальзывают, какие-то не доезжают. Видно, что старался, но мне кажется, немножко маловато было времени. Может быть, стоило чуть-чуть больше уделить время конкретно, ну, конкретно, допустим, на вот этот фестиваль. И получилось бы классно. Так что, ну, оформление, понятно, что нет такого-то опыта. Ну, вот, ну, сыграл, конечно, хорошо. Молодец. Я же отмечу, что Владимир Петров обладает потрясающей способностью собирать лайки и просмотры во ВКонтакте. Так что можете сами в этом убедиться, перейдя на его страницу. Действительно, порой зависть берет, как у него так получается. В хорошем смысле слова, конечно же. Работа номер 11. Александр Байдала. 19 баллов. Извиняюсь, кстати, если фамилию неправильно прочитал. Получился неплохой клип. Хроматика, тоже, значит, неплохо. Эквивалентно. Что бы это ни значило, это был комментарий от Романа. Работа номер 12. Наталья Александровна. Общая оценка 18 баллов. Сыграно здорово, не очень чисто. Комментарий от Романа. И у нас есть комментарий от Дмитрия. Так, участница под номером 12. Наталья Александровна, ну вообще, я вами вообще восхищен и поражен. С прошлого конкурса, когда тоже мы как бы в общей этой новогодний был конкурс, я вас там тоже, как говорится, видел. И вижу ваш напор, вашу силу, энергетику. Блин, это, знаете, позавидовать могут. Из вот этого всего списка очень многие должны именно завидовать. Такому рвению, такому упорству. Прям молодцы. Если будете дальше так продолжаться, то вы достигнете приличных результатов. Она нам скинула, получается, 4 видео. 4 видео скинула. То есть это тоже о чем-то говорит, что человек упорно старается, стремится, хочет достичь какой-то поставленной своей цели. Один единственный недочет, не знаю, мне показалось так, что надо, наверное, либо прям хорошо оттренироваться, прям перед тем, как, ну, допустим, конкретно куда-то что-то заливать. Ну, не нужна тут спешка, не нужна спешка. Чтобы, если на 2 музыкальных инструментах играете, то как бы на 2 отточите одно и второе, чтобы оно гармонировало. Лучше, меньше, но качественней. Ну, видно, что как бы понятно, что необычно для вас и играть, допустим, на этой пианинке и гармошку, а то еще и вторую, конечно, охота удивить, но вы, если честно, вы удивили все равно своим упорством. А так, ну, желательно получше немножко. Все, спасибо. Я же в целом, комментируя работы от Натальи, хочу отметить, что она прислала 4 работы, и в 2 из них она играет народные композиции, можно сказать. И мне это больше понравилось, чем остальные 2 работы. Она действительно играет круто, на тремолке, с блокировкой языком, все как надо. Все звучит очень интересно. Возможно, упор нужно было сделать
в эту сторону, на непосредственно народную музыку и на блокировку языком на тремоло гармошке. Работа номер 14. Рафаил Бакиев. Общая оценка 18 баллов. Комментарий от Романа. Хороший уровень, но не очень чисто сыграно. Что ж поделать, бывает. Работа номер 15. Сергей Сидельников. Общая оценка 17 баллов. Комментарий опять-таки от Романа, то что уровень неплохой, не очень чисто сыграно. Прикольно, что гитара также записана на фоне. Да, это действительно здорово. Но по поводу чистоты игры, есть эффект красной кнопки, так называемый, когда включаешь камеру, например, или средства аудиозаписи, там, микрофон, звуковую карту, и начинаешь играть хуже, чем на самом деле ты играешь. Тоже требуется некоторый опыт, чтобы преодолеть этот момент. Не знаю, относится ли это непосредственно к участникам или нет, но нечто подобное действительно имеет место быть. Работа номер 16. Сергей Кузьмин. 16 баллов, 16 работ, 16 баллов, все логично. Общая оценка. Комментарий от Романа. Не очень чисто, но прикольно, что хроматика. Да, хроматика, за хроматику отдельный респект. Много хроматистов у нас, я даже был несколько удивлен. Работа номер 17. Кирилл Кузьмин. Интересно, является ли он родственником Сергея Кузьмина. 18 баллов. Если на 1 балл больше, так было бы 17. Вообще забавно. Комментарий от Романа. Гармошка неплохо звучит, но ее маловато. Да, и есть песня. Работа номер 18. Андрей Калинин. 19 баллов общая оценка. Комментарий от Михаила. Очень хорошо исполнил. Произведение Марсель Марсель понравилось, чистенько, бенды звучат уверенно, молодец. И комментарий от Дмитрия давайте послушаем. Так, ну про Андрея что сказать. Выбрал он композицию очень даже необычную, она мне сразу зашла, потому что я ее в свое время сам разучивал, но не до конца разучил, и как-то вот несколько раз подходил, не получалось. А он ее так разучил, прям если вслушиваться по технике, прям, блин, придраться вообще не к чему. Все технически сделано правильно, без ошибок, без косяков каких-то. Прям слушаешь, как будто, ну, мильто. Ну, скорость потише, конечно. Ну, классно, молодец, Андрей. Прям мне самому аж захотелось до конца ее доразбирать. Исполнено чисто, красиво. Молодец, что сказать. Равняться будем на тебя. Работа номер 19. Сергей Гурин. 18 баллов общая оценка. Комментарий от Михаила. Приятно было послушать. Я же для себя отмечу, что сыграно было неплохо, но не хватило какого-то элемента шоу, чтобы, может быть, что-то на фоне было, что-то, какой-то образ был интересно, шляпа, очки, что-нибудь в таком духе. 20-я работа. Леонид Лапидус, или Лапидус, опять-таки извиняюсь, если чуть фамилию неправильно прочитал. 16 баллов общая оценка. Сыграно неплохо. Эмоционально, это от меня комментарий. Но опять-таки не хватило некого элемента шоу. То есть смотреть не очень интересно. Было бы интереснее смотреть вот именно видео. Не слушать, а смотреть. Если бы что-то еще происходило, да. Вот те участники, которые помимо гармошки сыграли на чем-то еще, это же тоже своего рода можно рассматривать как такой элемент шоу. Такое интереснее смотреть. Работа номер 22. Дмитрий Каугия. 17 баллов общая оценка. Комментарий от Романа. Необычное безумное исполнение с аккомпанементом. Композиция простая, но сыграна интересно. Комментарий от Михаила. Оценил смело. Я ставлю респект за малые секунды. Обожаю малые секунды. 23-я работа. Павел Лаптев. Общая оценка 16 баллов. Сыграна чисто, но просто. Я же здесь могу Павлу, если ему вообще нужны мои советы, посоветовать следующее. Вообще всем участникам обращать внимание на качество. Качество записи как аудио, так и видео. Просто мы сейчас в массе своей слушателей, как мне кажется, может быть я ошибаюсь, привыкли к очень чистому, можно даже сказать, вылизанному, особенно если мы говорим про поп-музыку, про мейнстрим-музыку, вылизанному звучанию, чистой картинки, которые вот позволяют даже телефоны современные добиться.
И поэтому плохое качество, оно может испортить впечатление о самой композиции. То есть может сыграно круто, но не все расслышат эту крутость через призму вот этого именно плохого качества. Работа номер 24, Тюрмюхи Хет, 18 баллов, порадовала банджо и песня. Комментарий от Романа: гармошку слышно, плоховато и не очень чисто. Работа номер 25, Наталья Александровна, 15 баллов общая оценка, идея классная, но не очень хорошее исполнение. Работа номер 26, Сергей Граф, 18 баллов. Респект Сергею, комментарий от меня, за табы, это здорово. Но к чему я могу придраться? То, что обрезал голову, и сейчас у меня голова не обрезана, в общем, в видео не очень хорошо это смотрится, лучше где-то вот выше поднять, как мне кажется, где-то обрезать по шею. Работа номер 27, Валентин Гусев, 20 баллов, общая оценка. Комментарий от Романа: нравится Миядзаки, сыграно довольно-таки чисто, я бы даже сказал, что сыграно круто. Комментарий от Михаила: Тонари но Тоторо, мелодия детства, спасибо за выбор, понравилось. Да, мне тоже понравилось, кстати говоря. 29-я работа, Вадим Макаров, 17 баллов, общая оценка. Комментарий от Романа: использовано 2 инструмента. Вроде неплохой уровень, но гармошку очень плохо слышно, сложно оценить. Вот, кстати говоря, это то, о чем я говорил ранее. Потому что другая работа от Вадима Макарова, она как раз показывает, что он достаточно круто играет на губной гармошке. Но здесь этого не слышно, к сожалению. 30-я работа, Черри Чеддер, надеюсь, правильно прочитал, 19 баллов. Комментарий от Романа: мелодика сыграна ровно, довольно просто. Прикольно добавлен Титаник. Ну, просто, видимо, Роман имел в виду, что нет какой-то виртуозности. Хотя не факт, что она и нужна. От себя могу сказать, что здесь даже был некий сюжет в этом видео. Довольно-таки хороший монтаж. Вот это видео одно из тех, которые интересно смотреть. За мелодику респект. Мелодика, если что, это клавишная губная гармошка. Так что под условия нашего фестиваля вполне себе подходит. Работа номер 32. Александр Воровской, 18 баллов. Комментарий от Романа: хороший уровень, довольно чисто. Жаль, запись не очень. Вот Роман тоже отметил, что качество записи влияет на оценку. 33-я работа, Александр Кайсаров, 18 баллов, общая оценка. Опять-таки комментарий от Романа. Роману, кстати, респект за такое количество комментариев почти каждой работе. Ровно, прикольно, что сразу на 2 гармошках. 34-я работа, Марат Ом, 20 баллов. Хорошее исполнение, даже с песней, выглядит гармонично. Это тоже был комментарий от Романа, как вы, наверное, уже догадались. Работа номер 35, Александр Кайсаров, 17 баллов общая оценка. Хороший уровень, 2 инструмента. Не очень чисто, пишет Роман. Работа номер 36. Опять Наталья Александровна, 17 баллов. Комментарий от Романа: хорошо, но не очень чисто. Ну, я уже Наталью комментировал, ее работы. 38. Леонид. Это его вторая работа. 17 баллов он получает. И мои комментарии по поводу его работы будут те же самые. Не хватило качества, не хватило некого шоу. Причем не так уж много нужно для шоу. Вот первый самый участник. Шляпа, очки, и уже что-то в этом есть. Работа номер 40. Тюрмюхи Хет. 20 баллов. Комментарий от Романа: гитара. То есть гитара — это плюс. Гармошка не очень чисто получилась. Ну, тут все понятно. Но уровень хороший, звучит неплохо. Вот. Даже если какой-то инструмент что-то где-то не так, то другой может вытянуть, по мнению члена жюри. 42-я работа, Евгений Курашов, 16 баллов. Комментарий от меня: сыграно ровненько,
достаточно чисто, все хорошо. Картинка тоже вполне себе качественная, но опять-таки смотреть не очень интересно, потому что все достаточно просто, да, не хватает какого-то артистизма, какого-то элемента шоу. Работа номер 43. Олег Кабаргин. 19 баллов. Неплохо, но не очень чисто, посчитал Роман. Работа номер 46. Опять Термихю Хет. 19 баллов общая оценка. Снова комментарий от Романа. Гитара хорошо. Ну, в смысле плюс. Гармошка не очень чисто получилась. Хороший уровень, звучит неплохо. Понятно. Этот комментарий уже к этому, собственно, участнику у Романа был. Работа номер 47. Наталья Александровна. 17 баллов. Роман отмечает 2 инструмента. То бишь 2 инструмента. Это хорошо. Работа номер 48. Игорь Гуринов. 12 баллов. За песню Роман ставит плюсик. Говорит, что неплохой уровень, но несколько простовато. Здесь я, пожалуй, соглашусь. Но что пишет на этот счет Михаил? Интересный дуэт и красивая песня City of Stars. Знаю, как играет Игорь. Если бы что-то посложнее сыграть на гармошке, имея в виду выбор партии, или импровизацию сыграть на City of Stars, то был бы сильный трек. И комментарий от Дмитрия Водостоева. Давайте послушаем. Да, здесь они, получается, у них была пара сольная. Девушка пела, а он играл на хроматике. Да, все как бы уверенно, плавненько, ровненько. Ну, нет какой-то радости в этом ролике. Все какие-то грустные, как-то поют, не знаю, вот что, весна, любовь. Должно, наоборот, настроение быть веселенькое. А как-то грустненько сидеть, смотришь на это и так сам аж унываешь, хмуришься. Исполнено, конечно, хорошо. Девушка спела вообще прекрасно. Ну, вот какое-то настроение при прослушивании передается какое-то прям угнетающее. Вот, ну, повеселее бы, ребят, повеселее, на каком-нибудь фончике таком более-менее красивеньком. И повеселее, больше улыбок. И все было бы классно вообще. Ну, так тоже отлично, необычно. Спасибо, что спели и сыграли. Работа номер 49. Андрей Умывакин. 12 баллов общая оценка. Неплохой уровень. Несколько просто. Комментарий от Романа. Комментарий от Михаила. Хорошо исполнил Деспасито, заценил. И комментарий от Дмитрия Водостоева. Ну что, Андрюша, конечно, твоя зажигательная, весенняя, озорная композиция, конечно, ну не могла никак не порадовать, не зацепить. Прям, блин, ништяк. Очень даже технически классно. Бенды, овербенды. Все вот эти быстрые пассажи. Прям классно. Я сам ее играю, скоро, может быть, ее выложу. И знаю, что это такое. Ну, прям вообще ништяк. Легкость видно, спокойствие. Спокоен, как удав. Прикид такой прям ништяк. В очках там, в шляпе. Ну, вот бы еще бы сзади, пусть не дверь, пусть что-нибудь такое бы было бы. Конечно, было бы приятнее смотреть. И, можно сказать, полноценный был бы такой клипик. Ну, классно. Молодец, Андрей. Прям запало. Спасибо. Работа номер 50. Кирилл Старченко. 17 баллов общая оценка. Комментарий от Михаила. Хорошо. Добавить четкой ритмики и будет еще лучше звучать. Я хочу для себя отметить, что мне понравилось. Как-то вот взяло за душу даже. Но опять-таки по артистизму немножечко не хватило. Да? То есть какие-то такие проникновенные композиции хочется, чтобы они были сыграны более эмоционально, что ли. 51-я работа. Евгений Урасимов. 19 баллов. Комментарии от Дмитрия Водостоева. Давайте послушаем. Ну, Евгений, я считаю, наверное, что это видео и исполнение подходит именно 100% по всем своим критериям. То есть Женя очень классно исполнил. С перезвонами, переливами, с трезвонами. Причем, по-моему, на 2 гармошечках. Сделал оформление такое настоящее, весеннее, любовное, романтичное. Прям, ну, все подходит под этот критерий. И прям слушать было прям просто заглядение. Не знаю, к чему можно тут придраться, особо не к чему. Мне кажется, здесь соблюдены именно все, что требовалось. И с его стороны приложено столько усилий, сколько и требовалось. Все отработано, все чисто. Ну, отлично, молодец. 52-я работа. Андрей Алексеев. 18 баллов. Роман отметил разные гармошки. Ну, само собой, это может только плюс. Респект Александру. А тем временем мы добрались до первой десятки. Но, прежде чем к ней перейти,
давайте быстренько рассмотрим работы внеконкурсные. В частности, мою работу, где я в общем получил 20 баллов. И могу так прокомментировать, чтобы никому не казалось, что как-то вот жестко здесь судим. Вот, сыграно очень просто. Я даже больше скажу, что сыграно под фонограмму, что тоже далеко не плюс, хотя в условиях конкурса не было такого, чтобы сыграть нужно было обязательно живьем. Тем более работа внеконкурсная, скорее для продвижения нашего фестиваля. Да, есть ЧБ, есть маска, есть вот этот самый флаг на фоне. Это как бы про артистизм, про шоу, но с другой стороны, насколько они в тему, да? Наверное, не особо. Вот именно той композиции Элвису Пресли, которую я сыграл. Семен Рогозин получил аж 23 балла, общая оценка. И я хочу сказать, что это, наверное, самое популярное видео сейчас на канале у Семена. Подписывайтесь на канал Харпер, ссылка в описании. Дмитрий Водостоев, один из членов жюри, себя даже оценил. А в целом оценка 22 балла. Роман отметил, что классно то, что два участника, ну как бы Дмитрий себя разделил, да, то есть такой элемент шоу, что-то интересное посмотреть. Вот, я могу от себя сказать, что сыграно круто, и вообще Дмитрий достаточно круто играет. Подписывайтесь на его канал Сип Харпер, ссылка будет в описании. А тем временем мы наконец-таки подобрались к первой десятке. Точнее, у нас получилось 11 работ, потому что некоторые работы набрали одинаковое количество баллов. Место номер 10, 45-я работа. Игорь Малюк, 21 балл. Комментарий от Романа. За гитару респект, за кахон респект, гармошка звучит хорошо, сыграно ровно. Присоединяюсь к комментарию. Теперь слушаем комментарий от Дмитрия. Ну, Игорек, тебе что сказать? Ничего, все классно. Тим уже говорил, что ты уже ни один, ни два, приза занимал в каких-то конкурсах. Молодец, ничего не спорю, ничего не скажу. Классно сыграно. Все вот эти вот тяжелые композиции со всеми вот этими сложностями. Да, плюс как бы видно и на гитаре, и на кохане ты еще подыгрывал. Прям, ну, прикольно, классно. Ну, не знаю, мне кажется, грустноватая. Песня такая, должна быть, ну, весенняя, там, какая-то такая заводная, как бы, любовно-весенняя. Ну, скучноватая, мне кажется, песню выбрал на. А так, к игре, ну, не придерешься. Молодец. Техника, конечно, классная, отточенная. Нам тоже стоит у всех поучиться у Игоря. Ну и пожелать ему дальнейшего роста, развития. Спасибо, Игорь. 44-я работа. Алексей Плетнев. Общая оценка 21 балл. Комментарий от Романа. Гитара плюс, гармошка звучит хорошо, ровно, но сыграно довольно-таки просто. Хотя я бы так не сказал, но я не сужу конкурс, максимум что-то могу чуть-чуть прокомментировать. А вот кто судит, так это Дмитрий Водостоев, поэтому давайте послушаем комментарии от него. Ну, Леша, да, своим роком ты тоже фишечку занял на этом постаменте. Молодец, прям прикольно, заводно, по-весеннему, драйвово, классно, прям вообще такая заводилочка. Молодец, конечно. Ну, может быть, не хватает где-нибудь, мне показалось, где-то, может быть, трелечки подобавить, было бы еще, короче, позаводнее, наверное, мне кажется. Ну, это мое личное мнение, если тебе так нравится тебе. Выступил, конечно, хорошо. Фончик бы что-нибудь хотя бы было бы у тебя что-то поприятнее бы смотрелось. Понятно, рабочая обстановка, ну, молодец, молодец. Мне такие тоже композиции драйвовые заходят только на ура, как пирожки. Место номер 9. 41-я работа. Вадим Макаров. 21 балл. Да, Вадим набрал столько же, сколько предыдущие участники, но как бы мы все понимаем. 10-е, 9-е, 8-е место. Это все некие условность. Вадиму респект. Комментарий от Дмитрия. Давайте послушаем. Он прислал 2 ролика необычных. Один и второй, они отличаются друг от друга. То есть сделано прикольно такое оформление. То есть смотреть приятно. Македончик такой, классно вообще. Ну, то есть тоже, да, придраться не к чему, прям молодец, прям отлично. Все хорошо. Второй ролик, который маленький, там минутка, по-моему, вообще заводной. Мне вообще запал прям отлично, все классно было. Драйвово так, действительно, по-весеннему, по-радостному, технически
исполнено тоже. Такой, со своим с колоритом. В общем, здорово, молодец. 39-я работа. Андрей Кузичкин, 21 балл. Несколько инструментов. Классно. Голос. Хорошо. Уровень неплохой. Это комментарий от Романа. Вторая запись мне больше понравилась. Андрей прислал две записи. Одну он сыграл как бы на концерте, на сцене. А здесь вот вторая работа. Человек-оркестр, пишет Михаил. Интересно было слушать. По технике несложно, но слушаться приятно. Да, кстати, я бы даже Андрея повыше поставил, но опять-таки я здесь ничего не решаю. Идем дальше. 7-е место. 21-я работа. Артем Яненко. 21 балл. Роман пишет. Кажется, что сложная композиция. Ну, в том смысле, что это хорошо, да, то, что такую сложную композицию сыграл. Хороший уровень. Необычная гармошка. Интересно. Но исполнение не очень чистое. Такой комментарий от Романа. Послушаем, какой же комментарий у нас ставил Дмитрий. Ну, про этого человека, не знаю, наверное, можно особо рассказать. Как говорится, из всего нашего фестиваля, это единственный человек, который скинул 5 роликов. И все ролики достаточно хорошего качества. Прям слушать одно загляденье и смотреть тоже. Да, есть у него 2 ролика с Михаилом Гапаковым. Видно, у них там совместный был какой-то там запись. Там вообще отменно. Он, заметили, что он играет на очень многих музыкальных инструментах и довольно неплохо играет гармошка, как я понял. У него это последний этап в изучении музыкальных инструментов. Конечно, я думаю, это не последний. Но он изучает буквально вот всего там, не знаю, несколько, может быть, пару лет. И результатами прям можно восхититься. Ну да, раз видно, берет уроки Михаила Гапака. И 2 ролика тоже как бы сыграны с ним. Прям, ну вообще, ну, заслушаться можно, молодец. То есть это я могу его спокойно выделить, что он как выделяется. Ну и да, Миша помог маленько завоевать там несколько баллов. В общем, вот так выступил, молодец. 6-е место. 10-я работа. Алексей Котов, 21 балл. Комментарий от Романа. Хороший уровень, довольно чисто. Вот что пишет Михаил. В тишине сложно сыграть так, чтобы зацепило. Это дорогого стоит. Очень понравился трек. Алексею респект. Лично от меня также за то, что периодически делится своими работами в нашем сообществе ВК. Вы тоже можете поделиться. Там есть специальная ветка в обсуждениях для этого. Поэтому подписывайтесь на сообщество, присылайте свои работы. Будем публиковать. 5-е место. 37-я работа. Снова Артем Яненко. 22 балла. Роман отметил, что сложно, что звучит хорошо, не очень чисто и хроматика. Ну, хроматика, наверное, плюс, посчитал Роман. 3-е место. Евгений Семизаров. 23 балла. Хороший уровень, довольно чисто, пишет Роман. Михаил отметил, что тоже сильная запись. Не мог выбрать между Сергеем Левиным и Евгением Семизаровым. Кто лучше сыграл, обе записи достойны призовых мест. По сути, это лидеры фестиваля. И слушаем комментарий Дмитрия Водостоева. 13-й участник Евгений Семизаров. Ну что, Женя, композиция у тебя, конечно, выбрана прям, ну, и весенняя, и любовная, и романтичная. Это понятно, что ты как бы все попадаешь, молодец, классно. Но исполнение это достаточно такое сложное. Даже я посмотрел, пооценивал, сколько это надо было усилий, все это тренировать. Все это бенды сплошные, какие-то эти, глиссарда, подъезды, то туда, то туда. Прям меня как бы зацепило вот твое выступление. Прям действительно, я считаю, что сил на разбор, на подготовку было потрачено, ну, нормально. И выступил ты достаточно. Я не ожидал, что, допустим, даже такая гармошка, на которой ты играл, может из себя такое показать. Женя, вообще молодец, молодец. Здесь я должен был бы сказать, что именно Евгений выигрывает губную гармошку GOG-1 от Харпера, но не все так просто, потому что 3-е место, 7-я работа, снова Артем Яненко, 23 балла. То есть такое же количество баллов, как у Евгения. Комментарий от Романа. Хроматика, хороший уровень, чисто сыграно, плюс игра на синтезаторе. На мой взгляд, это, кстати, лучшая работа от Артема. Комментарий от Михаила. На хроматической гармошке больше всего понравилась эта запись. Добавить чистых переходов от ноты к ноте и было бы супер.
Далее идет в целом по поводу работ Артема выбрать Spain, это одна из работ. Это смело. Тема уж очень технически сложная. Другие записи Артема лучше прозвучали, чем она. Соглашусь. Так что же нам делать? Призовое третье место заняло два участника. Артем и Евгений. Но приз от Семена Рогозина, он же Харпер, и поэтому, я считаю, выбирать должен он. Давайте послушаем, что решит Семен на этот счет. Приветствую всех, друзья. Ну что же, вот такие сюрпризы преподносит нам конкурс-фестиваль пиратов губной гармошки. У нас два претендента на третье место. Артем Яненко и Евгений Семизаров. Так как я учредил приз за третье место, мне выпала честь выбрать победителя. Ну как я могу выбрать победителя? Для меня все победители, все участники для меня уже победители. Давайте сделаем проще. Пусть все решит случай. Сейчас мы крутанем колесо фортуны и узнаем, кому же достанется приз. Губная гармошка Гогуан, тональность которой выберет победитель, и я отправлю ему ее за свой счет. Так, вот у нас колесо фортуны. Смотрите, что я сделал. Я каждому участнику сделал по 5 секторов. На каждого 5 на Евгения Семизарова, 5 на Артема Яненко, для того, чтобы было интересней. Ну что, вот они. Давайте попробуем. Давайте выберем. Поехали. И кто же у нас победитель? Артем Яненко. Ну что ж, поздравляем. Третье место занимает Артем Яненко. Уважаемый Артем, можно уже вас поздравить с тем, что вы заслуженно получаете гармошку Гогуан. Что хочется сказать Евгению. Евгений, не стоит расстраиваться. Ну, возможно, меня осудят остальные участники и судьи, но я не могу отпустить человека, который был в одном шаге хотя бы от третьего места без подарка. Поэтому я думаю, надо сделать приз за второе, третье место. Не за четвертое, а за второе, третье. Ну, приз утешительный. Я специально для этого случая сделал вот такой уникальный на заказ бокал для молока. Главное — здоровье. Вот. И этот приз я отправлю Евгению. Тоже за свой счет. Я думаю, это будет правильно. Все. На этом розыгрыш призов за третье место окончен. Всем спасибо за внимание. Главное — здоровье. Таким образом, третье место у нас занимает Артем Яненко, а четвертое место занимает Евгений Семизаров. Харперу респект, что Евгения также не оставил без приза, но теперь вы понимаете, о каком сюрпризе я говорил в начале ролика. Второе место, 31-я работа. Сергей Левин. 27 баллов. Общая оценка. Комментарий от Романа. Два инструмента. Это плюс. Сыграно очень приятно. Это тоже плюс. И сложилось впечатление, что игра не в кадре. Что бы это ни значило, это, видимо, небольшой минус, потому что Роман поставил все-таки 9 баллов, а не 10. Суммарно. Комментарий от Михаила. Понравился трек. Если бы не Боря, он же Борис Плотников, то первое место. Чисто сыграно, приятно слушать. Сбалансированный трек. Интересно смотреть ролик. Комментарий от Дмитрия Водостоева. Ну что, Сергей, естественно, за твое выступление это жирная пятерочка. Все технически отточено, все разложено по полочкам. Прям, блин, нам, конечно, еще до тебя расти и расти и расти.
Молодец, слушать было прям одно удовольствие. Преподнес тоже необычным разделением таким, с оформлением. То есть, ну что могу сказать? Могу сказать, что классно. Это все слушается и смотрится прям с таким удовольствием. Спасибо, Сергей. Первое место. Золотая медаль в виде гармоники Suzuki Olive достается участнику Борису Плотникову. Номер его работы 28. И общая оценка, кстати, тоже 28. На 1 балл опередил Сергея. Комментарий от Романа. Профессионально, исполнение крутое на хроматической гармошке. Ну, а в целом крутое, я бы сказал. Комментарий от Михаила. На мой взгляд и слух это самая сильная запись. Звук, техника, ритмика, бенды – все на уровне. Профессиональный музыкант, одним словом, это то, к чему надо стремиться в освоении инструмента. Я бы Борю вынес за рамки фестиваля. Все-таки это совсем другой уровень. Но у нас не было на фестивале разницы профессионал или любитель, поэтому Борис побеждает. Но давайте еще послушаем комментарий от Дмитрия, что он скажет на этот счет. Борь, ну как можно к тебе придираться? Вот, если мы все идем по твоим стопам и стремимся к тому, чтобы научиться как ты играть, или хотя бы близко даже, вот как ты пытаться. И теперь сейчас тебя оба оценивать. Ну что я могу тебе поставить? Ну, конечно, тебе отлично. 5, ну это максималка, которую можно заработать. Да. Я просто по-другому даже не могу мыслить. Ну, по оформлению понятно, что знаю, что не очень любишь, не очень есть желание. Конечно, с фоном заморачиваться, но все равно беленький фончик как бы приятненько смотрится. Ну, спасибо, что ты нас посетил, что нашел время, выделил эти 4:22 для нас, исполнил такую замечательную композицию. Прям переслушивал несколько раз, прям душа пела и гудела. Спасибо, Борь, молодец, отлично. И мы стремимся достичь цели, как ты. Таким образом, я поздравляю тройку победителей, а именно Артема Яненко, Сергея Левина и Бориса Плотникова. Они действительно сыграли очень хорошо, очень круто, достойно, профессионально, виртуозно. Им за это большой респект. Тем не менее, наш онлайн-фестиваль еще не подходит к концу, потому что нужно определить того, кому достанется наша фирменная кружка. И раз уж Евгений уже получил фирменный стакан от Карпера, то, я думаю, будет правильно, если он, а также тройка наших победителей не будут участвовать в розыгрыше этой кружки. Зато будут все остальные участвовать. И решать-то будет уже не судьи, а решать будете вы. Поэтому подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Скоро начнется голосование. И мы определим, кому же достанется замечательная фирменная кружка от Карпера. Имя победителя вы узнаете там же. Что касается Ютуба, то это уже последнее видео, посвященное онлайн-фестивалю. Так что на этой площадке можно сказать, что фестиваль закончился, с чем я всех нас и вас поздравляю. Это был наш первый подобный проект. Он получился достаточно масштабным. Много призов, много участников, много работ. Поэтому я думаю, что мы заслужили лайк, подписку и комментарий от вас. Ну, а может быть даже и донат. Обратите внимание, внизу в описании есть ссылка на Donation Alerts, номера карт. Присылайте донат, куда вам будет удобно, мы будем только рады. А также берите у меня уроки игры на хроматической губной гармонике. Все ссылки, контакты тоже будут в описании. На этом заранее я объявляю онлайн-фестиваль «Пираты губной гармошки 2024» завершенным. Тем не менее, мы поднимаем якорь и идем дальше. Так что смотрите наши следующие видео, участвуйте в наших конкурсах, они еще обязательно будут, причем, возможно, довольно скоро. Всем удачи, всем пока, как говорит Семен Рогозин, главное здоровье.